coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Хулдын, и мы продолжаем проходить игру My Child Lebensborn. Мое дитя источник жизни, если, конечно, мой перевод верен, как я думаю. Вот. Продолжаем, я решила, почему бы нам не записать еще одну серию. Все равно они не короткие, эти видео одни из самых таких коротких, можно сказать, будут. На моем канале не по 30 минут, как обычно, по 40, а по 20, по 25. Вот. Ну, давайте продолжим. Сегодня у нас важный день. Да, Карина наконец-таки пойдет в школу. Посмотрим, что будет дальше и что ее будет там ждать. А вот и я. Доброе утро. Сегодня Лив возвращается. Можно будет поиграть с ней в обед. Письмо. Приглашение на работу. Будем рады предложить вам работу на нашей фабрике. Можете приступить 21 августа в самое раннее удобное время. Угу. А что там написано? Хорошие новости. Мне дали работу на фабрике. Теперь у меня есть работа, и это здорово. Только вот придется оставлять тебя одну. Я скоро выйду на новую работу, смогу лучше нас обеспечивать. Давайте это. О, здорово! Я тоже хочу нас обеспечивать. Так, хорошо, вот повзрослеешь и будешь нас обеспечивать. Тебе еще рано об этом думать. Лучше пока веселись от души. Для этого тебе сначала нужно хорошенько выучиться. Тебе еще рано об этом думать. Лучше пока веселись от души. Вот как? Что ж, веселиться я очень люблю. Тут я с тобой согласна. О. Пока что ей об этом думать рановато. Учиться, я думаю, она будет хорошо. Она хорошая. Дочурка. Может, бутербродом покормить? На, давай. Покормим тебя, и сейчас я пойду письмецо посмотрю, что это за новости такие нам прислали. Такс. Что же это за новости такие? Новости. Конфликт в небе над Кореей. Сегодня 17 американских истребителей F-86 сошлись в ожесточенном бою с почти 60 истребителями МиГ коммунистов над Северной Кореей. Угу. Гэм, помнишь, я просила тебя заштопать мою старую одежду? Вещи хорошие, я их люблю, только вот дырки не нравятся. Их надо убрать. Спасибо. Я пойду поиграю с Лив. Скоро вернусь. Пока. Блин, у нее так плохо все с голодом. Это какая-то не голодайка. Создание. В свободное время вы можете создавать и чинить предметы, нажав на кухонный стол. Ух ты. Давайте это починим. Пум-пум-пум. Готово. Тихо. По 2 единицы нужно на одежду. Считай целый полноценный период. О! Лив такая забавная. А я для тебя рисунок припрятала. Попробуй найти. Такс. Нет. Может, вот тут? Нет. В шкафу? Нет. А где он тогда? А, вот он! Ой, как мило. Ути.
Как раз таки эта картинка у меня и стоит. В конце видео показывается. В фотоальбом добавлено новое воспоминание. Понятно, значит будем так собирать картинки. Так, мне нужно тебя и покормить, и что? Может, не, покупать ничего пока что я не буду, будем кормить тебя чем есть. Нет, это нужно для школы, давай лучше я тебя покормлю обычной кашей. Слава тебе, Господи, я могу накормить тебя сколько смогу. Давай приласкаем. Можно? О, хорошо. Так-то лучше. Так, а теперь давай. Помыть. Вот так. Зевает. Все понятно, пора баиньки. Пора спать. Завтра утром я уже буду школьницей. Я вот все думаю, каково это ходить в школу. Похоже, ты волнуешься. Тебе вообще хочется в школу? Тебе там обязательно понравится. Главное, веди себя хорошо. Ты только не волнуйся, все у тебя получится. Ну, давайте узнаем. Давайте спросим. Похоже, ты волнуешься. Тебе вообще хочется в школу? Я думаю, лучше спрашивать ее об этом, потому что, а не подбадривать. Лучше узнать, что у нее на душе. По моему мнению, это хороший вариант. Не знаю, думаю, да. Хочу, чтобы у меня появилось много новых друзей. Ты, главное, старайся, и все у тебя получится. Слушай, если вдруг кто-то решит тебя обидеть, не обращай внимания. Просто веди себя хорошо, и все пройдет гладко. А вот тут вот важный выбор. Мне кажется, все-таки лучше ее предупредить. Вот этот вариант по поводу того, что ее будут обижать, по моему мнению, это очень нужно. Потому что, как я знаю именно совсем немного об источнике, ее, скорее всего, будут обижать. Не зря же тут, мне кажется, все не просто так. Из-за этого давайте все-таки предупрежу ее. Слушай, если вдруг кто-то решит тебя обидеть, не обращай внимания. О, а зачем кому-то меня обижать? Некоторым просто нравится обижать других, так уж они устроены. В городе не все нам рады. Да это я так просто, ладно, забудь, тебе понравится в школе. Нет, лучше предупредить. Вот этот вот вариант самый хороший, а то сразу приплетать весь город не надо, а то это ее еще сильнее расстроит. Не хочу ее сильно расстраивать. Некоторым просто нравится обижать других. Так уж они устроены. Хотя, честно говоря, никто не... хотя есть, конечно, такие люди, но чаще всего обижать других начинают люди, которых тоже обижали. И так далее. Как говорится, зло дает зло. Или еще большее зло. Ой... Боже. Ох, ясно. Буду держаться от таких подальше. Было бы здорово послушать сказку на ночь. Есть время почитать? Конечно, давай. Мне все равно не нужно ничего делать. Ух ты, спасибо. Можно? А, ладно, нельзя приласкать. Ну ладно, у нас ходы закончились, следующий день. Сохранение. 21 августа, вторник. Вторник, и как раз сегодня мне на работу. Сегодня важный день. Я пойду в школу, теперь я совсем взрослая. Волнуешься? Готова к важному дню? Да, как же быстро время летит. Как же быстро летит время. Волнуешься? Да, очень. Я так хотела скорее пойти в школу. Ой, чуть не забыла. Тебе же сегодня на работу. Может быть, скоро мы накопим денег на ранец? Буду носить в нем учебники. И вроде его даже можно купить в магазине. Посмотрим, но ты должна прилежно учиться. Я постараюсь его купить, но надо посмотреть, хватит ли нам денег. Давай, отличная идея. Тут
Давайте выберем этот вариант. Посмотрим. Но ты должна прилежно учиться. Хорошо, я буду стараться. Вот и хорошо. Первым делом надо тебя накормить. Как раз таки для этого я Блин, у нас еды нет, нифига. Вот вообще. Ням. Сегодня почты нет, слава богу. Что мы будем делать? Подожди, что мы будем делать? Давай переодену ее, может. Может переодеть ее или покормить еще? Нет, давай переодену ее или подмою. Ну давай переодену. Одевайся. Ну а теперь пора в школу. Я немного волнуюсь. Сможешь проводить меня в школу? Прости, Карин, но мне нельзя опаздывать. Не волнуйся, Карин, все будет хорошо. Вряд ли получится, хотя можем пройти часть дороги вместе. Как тебе такое? Давай вот этот вариант. А так можно? Спасибо, ты лучше всех. Поход в школу. Чтобы отправить Карин в школу, выйдите на улицу и нажмите на красное здание. Уроки заканчиваются в полдень. Выходим. Эх, хренов эмулятор. Ну ладно. Сюда. Такс. О, в школу. Я так рада, что мы вместе пошли. Ой, оказывается, школа такая большая. Будь сильный и никого не бойся. Пусть все увидят, какая ты умная. Если вдруг тебя кто-то обидит, обязательно скажи об этом учителю, хорошо? Веди себя хорошо и будь вежливой. Тебя обязательно все полюбят. Я думаю, этот вариант хороший. Будь сильный и никогда не бойся. Пусть все увидят, какая ты умная. Лучше так его подбодрить. По моему мнению, нормальный вариант. Не хочу я еще сильнее напоминать ей по поводу обижаний. Давайте все-таки так. Подбодрим ее вот так. Постараюсь, я правда не глупая. Ой, наверное, Лив меня уже ждет. Пока. Ну, вперед тогда. На работу. Понятно, мы как раз-таки возвращаемся домой где-то в половину, ровненько в полдень. Как раз-таки школа заканчивается. У нас деньги есть на ранец вообще? Ранец где? Давайте ранец купим. Блин, 10 рублей. Блин, что-то мне кажется, мне это аукнется. Ну, давайте купим. Ой, я очень жалею об этом. 10 рублей, товарищи, 10 рублей. Кажется, у нас нет еды. Карин, у нас нет еды. Я дома. Как прошел первый день? Ты хорошо себя вела? Карин, что стряслось? Надо было слушать тебя. Я пыталась подружиться с ребятами, но они просто глазели на меня и молчали. Карин, там было написано, Карин больше вам доверяет. Значит, правильно я сделал, что предупредил ее об этом. Они хотели меня обидеть, они плохие. Прости, Карин, думаю, этого и следовало ожидать. Бедняжка, а ты не пробовала с ними поговорить? Разве это дело? Да что же это за дети такие? Бедняжка, а ты не пробовала с ними поговорить? Было видно, что они жутко злятся, и я испугалась. И думаю, они изменят свое отношение, когда познакомятся с тобой поближе. Если они будут дальше плохо к тебе относиться, обязательно рассказывай мне. Не стоит обращать на них внимания. Нет, выберем, лучше предупредим ее, попросим, чтобы она нам говорила о том, если ее обидят. Хорошо. Я просто хотела им понравиться. Если они опять будут плохо себя вести, я с ними поговорю. Не расстраивайся, они полюбят тебя, как только узнают получше. Не стоит обращать на них внимания. Ну давайте, если они опять будут плохо себя вести, я с ними поговорю. Что? Нет, не надо. Все будет хорошо. Ой, что это?
Сюрприз. Угадай, у меня для тебя кое-что есть. Сюрприз. Ранец. Правда, правда? Да, да. Ути, какая довольная. Не верю своим глазам. Спасибо большое. Я так рада. Карин, ваш выбор смягчил Карин. Спасибо. Так, это смягчило ее. Пожалуйста, ты его заслужила. Только береги его. Носи с удовольствием. Пожалуйста, ты его заслужила. Скорей бы показать его лиф. Ну что ж, теперь у нее настроение поднялось. Ну, хоть ее я немножко смягчил ее. У нас больше нет еды. Поздравляю. Завтра надо... Блин, у меня же... Поможешь мне с уроками? Вдруг завтра учитель меня спросит. Ну давайте, конечно, помогу. Не переживай. Так из-за уроков сегодня не только первый день. Не переживай так из-за уроков. Сегодня же не только сегодня же только первый день. У меня нет на это времени. Конечно, помогу. Давайте. Спасибо. Учебник у меня в комнате. Можно начинать? У Лины пера по яблоку. Если Лин отдаст Перу яблоко, сколько яблок будет у Перу? Тьфу, у Пера. Сколько будет у Пера? 2 яблока. Ой. У Пера будет 2 яблока. Ну понятно, да, 2 яблока. Ага, я так и думала. Так, теперь следующая задачка. Если после этого Пер съест одно из яблок, сколько яблок у него останется? 1. Ага. И последняя задачка. Если мама Пера принесет еще 4 яблока и попросит Пера и Лин разделить все яблоки поровну, сколько яблок Пер должен будет отдать Лин? Пер должен будет отдать Лин 3 яблока. Ну верно. 3 яблока. Так и правда будет поровну, ведь у Пера уже было 2 яблока. Ты хорошо считаешь. Ура, мы закончили. Спасибо за помощь. А теперь... Ой. Неприятно. Ну, хотя бы я смягчил ее грусть тем, что я подарил ей ранец. Может, теперь пойти за ягодами, а утром я ее помою? Да пошлите за ягодами сходим. Есть возможность? Нет, сегодня нет возможности за ягодами сбегать. Ну, тогда давай помоем тебя перед сном. Зевает. Я сегодня жутко устала. Всю неделю бы спала. Хорошо, давай поспим. Приласкать тебя. Приласкаем тебя. Ложись спать. Не пойму, нравится мне школа или нет. Да и учительница госпожа Хэнсон какая-то злая. Ты будешь прилежно учиться и заслужишь их уважения. Взрослеть непросто, нужно уметь справляться с проблемами. Вот увидишь, все наладится. Взрослеть непросто, нужно уметь справляться с проблемами. Я буду пытаться ее закалить все-таки, как-то пытаться. Не слишком твердо, но закалить. Я не хочу ее припадривать слишком сильно. Нужно знать меру. Потому что тут уже, ну, как ни странно, мне кажется, проблем будет только больше. А может, я не хочу. Может быть, взрослый не так уж и весело. Можешь почитать мне мою любимую сказку? Конечно. Ура, спасибо. Подожди, у меня нет почты? Слава богу, надо иногда смотреть за почтой, чтобы делать ее раньше и потом тратить ход на чтение сказки ей. Как я понял, это помогает ей уснуть и настроение ей поднимает, а это хорошо. Чем больше у нее настроения, тем лучше. Следующий день. Ну что ж, мы пробежали почти 2 дня. Ну давайте еще этот день. 22 августа. Нам скоро раздадут оставшиеся учебники. Здорово, что у меня теперь есть ранец. Почта. Опять газета. Смотри, сколько почты.
Так, теперь мне нужно тебя... А чем мне на тебя накормить? Нет, ты полностью чистая, так? Может, приготовить ей что-нибудь поесть? А? Голодной ее отправлять как-то очень не хочется. Может, пойти достать ягод? Или у нас есть ягоды вообще? Ягод у нас нет ничего. Вот я и теперь буду жалеть о том, что сделал. А, нет выбора. Не смогу я пойти. Значит, придется мне потратить время на чтение тогда. И, я не знаю, приумыть ее хотя бы, может. Реклама. Только на этой неделе покупайте рюкзаки на Стенслан. Вы Стенслан Спорт. Доступны разные модели и расцветки. Наши рюкзаки очень удобны для походов. Также в продаже есть прекрасные школьные ранцы. Телефон 23609. Да. Скорее всего, я мог не покупать ранец, а его купить при помощи этого письма. Ой, ну все, уже ничего не изменишь. Блин, 10 рублей в кармане, 10 рублей. Жаль, я ее покормить не могу. Ладно, ай, что? Ну давай помоем тебя хоть. Хотя бы ты будешь чистая. Все, придется идти голодный. Я не особо хочу в школу. Надо идти, не хочу оставлять Лив одну. Может, ребята станут относиться ко мне лучше, раз теперь у меня тоже есть ранец. Как думаешь? Помни, ранец нужен для сохранности учебников, а не для удобрения, а не для одобрения от других. Не знаю, малышка, все может быть, стоит надеяться на лучшее. Кто знает, может, это и изменит их отношения. Нет, я не буду. Помни, надо сказать ей, ранец не поможет. Как я и сам считаю, всякими побрякушками ты не сможешь заслужить уважение других. Хотя отчасти, кажется, в реальном мире это не так. Помни, ранец нужен для сохранности учебников, а не для одобрения от других. Ну тогда ладно. А мне и не нужно их одобрение. Я буду его беречь, обещаю. Ну, мне пора. В этот фотоальбом добавлены новые воспоминания. Надо посмотреть сейчас фотоальбом. Мы под конец серии мы глянем фотоальбом. Будет такая традиция. Сейчас я быстро бегу покупать еду, Карин. Надо срочно ее накормить, она голодная. Домой, скорее в магазин. Купим побольше кашки. И вот так 30 рублей останется. Будем вот так, 30 рублей, 50. Накупили еды. Но сегодня в школе меня обзывали. Сказали, что я ублюдок, раз у меня нет настоящей семьи. Да наша семья куда лучше. Как грубо. Наша семья немного отличается от других, но в этом нет ничего плохого. Они не правы. У нас чудесная семья. Давайте. Наша семья немного отличается от других. Надо сказать все-таки об этом. А я хочу быть как все. Прости, на самом деле мне нравится наша семья. Только у других ребят есть мама. Есть и мама, и папа. Никто их не бросал. А кем были мои родители? Я хочу знать. Скажи. В детстве мне говорили, что я мала, чтобы знать, но теперь я взрослая. Но почему? Почему меня обзывают ублюдком? Этими словами называют детей, родившихся вне брака, подобным тебе. Карин, я не знаю. Не бери в голову, ты еще слишком мала для этого. Как я и говорил, я хочу быть с ней открытым. Мне кажется, закрытость ни хрена не поможет и только обозлит ее на меня. Из-за этого давайте попробуем все-таки открыто. Скажем ей открыто правду. Я думаю, она стерпит. Этими словами называют детей, родившихся вне брака, подобно тебе. Карин доверяет вам больше. Но это не повод обижаться.
Но это не повод обижать тебя. Но это не важно, ведь ты по-прежнему остаешься собой. Для меня это все не важно. Ты замечательная. Ну, давайте. Но это не важно, ведь ты по-прежнему остаешься собой. Мои родители не были женаты? Кто же они? Мне так хочется узнать о них больше. Прошу, расскажи. Не думаю, что это хорошая идея. Я постараюсь выяснить о них побольше, но правда может оказаться неприятной. Давай лучше подумаем о том хорошем, что имеем. Давайте скажем все-таки, попытаемся выяснить, все-таки надо ей открыть правду. Да и как мы понимаем, лучше все-таки ей все открыть, чтобы она доверяла нам больше. Доверие ребенка к нам это очень важно, так как если она не будет нам доверять, она никогда нам не расскажет, что с ней, например, произошло, потому что она не будет уверена в нас. Из-за этого, я думаю, мы все-таки попытаемся что-то выяснить. Я постараюсь выяснить о них побольше. Но правда может оказаться неприятной. Пообещай, что ты о них разузнаешь. Карин. Ладно, я постараюсь что-нибудь выяснить. Наконец-то я узнаю, кто были мои родители. Напишите биологической матери Карин. Надо ее покормить. Можно приласкать? Она не хочет. Давайте, оставшееся время я потрачу на то, чтобы ее покормить. Давайте писать матери Карин. Начать писать. Имя матери Сири Фильфик. Сири Фиелвик. Сирия Фиелвик. Сейма. Адрес. Адрес. Странгота 41. С Когсанд. Ладно, не буду читать, потому что я не могу это прочесть, что это такое. Написать матери. Здравствуйте, Сири. Знаю, мы договорились, что я больше никогда вас не побеспокою, но мне очень нужно с вами связаться. Карин пошла в школу, и случилось именно то, чего мы боялись. Она должна узнать правду о своем отце. Не могли бы вы рассказать о нем ради Карин? Всего хорошего. Отправить письмо. Поиграем немного. Ну давай займемся чем-нибудь веселым. Может, порисуем? Тебе грустно? Давай поиграем в прятки. Давай займемся чем-нибудь веселым. Может, погулять? Ну давайте порисуем. Здорово. Хоть чуть-чуть ее порадуем ее. Конечно, это тратит ход, но ладно. Блин, мне не нравится, что она голодная. Ну что поделать? Я не могу просто все предугадать. Это жестокий мир. Ну хоть чуть-чуть мы ее обрадовали. Я иначе представляла себе школу. С ребятами не так уж и здорово. Но может хоть учиться будет весело. Школа как раз создана для учебы. В школе бывает непросто, но ты справишься. Все у тебя получится. Не позволяй другим отвлекать тебя от главного. Не позволяй другим отвлекать тебя от главного. Раз я тебе большая, меня ждут перемены. Ты еще ребенок, не стоит об этом переживать. Да, и по мере взросления перед тобой откроется весь мир. Даже повзрослев, ты все равно останешься для меня. Ты все равно останешься моей малышкой.
Давайте этот вариант. Да, и по мере взросления перед тобой откроется весь мир. Ох, это целый мир? Надо же, мир ведь огромный. Я всегда буду рядом, чтобы помочь, потрепать по голове. Теперь ты вправе сама принимать решения. А для меня ты всегда будешь самой-самой. Я всегда буду рядом, чтобы помочь, потрепать по голове. Ого. Ну, это лишь потому, что ты старше. Но ведь я могу тебе помогать. Прости, если обидела тебя. Мне не нужны родители. У меня есть ты. У меня есть ты. Мне просто хотелось бы узнать правду. Уже поздно, Карин. Пора ложиться спать. Может мне и удастся что-то выяснить. Посмотрим. А теперь пора спать. Ого. Почитаешь мне сказку на ночь? Конечно. Здорово, спасибо. Дневник для Карин можно найти в кабинете. Ну а теперь под конец видео мы сейчас почитаем быстренько дневничок. 22 августа 1951. Дорогая Карин, сегодня ты просила меня побольше узнать о твоих родителях. Не знаю, смогу ли я найти ответы на твои вопросы о них. Поэтому начинаю этот дневник. Я передам его тебе, когда ты подрастешь и сможешь все понять. Так ты хотя бы увидишь мои усилия, если я не смогу много выяснить об их судьбе. А еще я расскажу тебе о войне и ее последствиях. Мне известно немного. 3 года назад в газете разместили объявление: 3-летняя девочка на удочерение. Примечание: дитя войны. Ничего мне не хотелось так сильно, как иметь ребенка. Надеюсь, ты это почувствовала. Твоя мать сказала мне, что родила от немецкого солдата в 1944-м. Тогда она была одинокой, 16-летней девушкой. Рассказывать больше она отказалась. Потом она вышла замуж за участника сопротивления и попросила нас не появляться в ее жизни. Давайте глянем последний раз новую фотографию. Ути мило. А вот это вот красиво. А вот это, кажется, пойдет на превьюшечку. А вот это на превьюшечку пойдет. Хотя, честно говоря, ну ладно, буду думать. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер и Discord сервер по Доки-Доки. Если вас интересует эта игра, загляните туда. Я буду рад. Гляньте предыдущие серии, если вы их еще не видели. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся. И